Сегодня я хочу рассказать об очаровательном декоративном растении, с помощью которого можно легко преобразить любой уголок сада, и не только. Это универсальная садовая лиана, которая называется квамоклит. С помощью этой вьющейся культуры вам удастся красиво задекорировать садовую беседку или арку, прикрыть старый забор, а также украсить придомовую территорию, террасу или городскую лоджию. Из таких растений получаются эффектные цветущие вертикали. Квамоклит красиво смотрится отдельно посаженным и в компании с другими цветами. Он создаст пышный фон многим растениям и закроет своей зеленью неудачные садовые объекты, например, старые пеньки или некрасивые стволы деревьев. А вместе с тем никаких особых сложностей в уходе он вам не создаст. В дикой природе эта лиана произрастает в Центральной и Южной Америке. К сожалению, об этом замечательном вьющемся растении пока немногие знают, особенно на территории средней полосы. Некоторые цветоводы-любители побаиваются его выращивать из-за сложных климатических условий, хотя квамоклит неплохо себя чувствует в теплый период даже в северных регионах. Это многолетнее растение, но в холодных садах оно не зимует. Вместе с тем, эта быстрорастущая неприхотливая лиана способна всего за сезон отрастать на высоту 4-5 метров, еще и красиво цвести. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом выращивания квамоклита. Большое спасибо всем за ваши советы, лайки и комментарии. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. Существует несколько разновидностей этой декоративной лианы. Все они отличаются по внешнему виду и срокам цветения. Самым распространенным считается квамоклит перистый. Именно его выращивают как в южных, так и в более северных садах. Это замечательная травянистая лиана, которая отличается редкой красотой, своей необычной ажурной зелени и многочисленными яркими цветами. В теплых регионах ее выращивают в открытом грунте как многолетник. В более холодных садах квамоклит перистый является однолетним растением, или же его культивируют как многолетнюю контейнерную культуру для озеленения домов, крытых террас или лоджий. Морозные зимы квамоклит не выносит, но даже выращенные растения из семян всего за сезон успевают нарастить длинные побеги и порадовать своим праздничным цветением. И действительно, вид этих необычных лиан многим напоминает новогоднее дерево, украшенное яркими гирляндами из цветов. Длина стеблей достигает 4-5 метров. Их можно направлять по опоре как вверх, так и по горизонтали. Например, для декорирования неприглядной садовой изгороди или стен построек. При выращивании в горшках размеры лианы будут намного скромнее, а точнее в пределах 2-2,5 метров. Такие растения отлично украсят вашу террасу или городскую лоджию. Квамоклит перистый эффектно смотрится весь теплый сезон. У него очень интересная нежно-зеленая листва, напоминающая длинную хвою. Не зря этот вид еще называют кипарисная лиана. Заросли квамоклита создают приятную ажурную тень и шикарный фон для многих растений. В июле изумрудная пышная крона покрывается множественными цветками, яркими звездочками. Они могут быть красной, белой или розовой окраски. Цветет квамоклит перистый до сентября. Диаметр цветочков составляет около 2-2,5 см, но их количество и выразительный вид, особенно при хорошем уходе, делают эту лиану невероятно эффектной. Яркие звездочки будто сверкают на фоне нежной перистой листвы. Существуют еще интересные виды. Это квамоклит слотера с экзотичными, как у пальмы, листьями и ярко-красными цветками. Квамоклит лопастный, с крупной, похожей как у винограда, листвой и необычными кистевидными соцветиями, которые периодически меняют свою окраску. Их размеры составляют около 25 см, а сами цветки в начале распуска красные и постепенно меняют цвет на оранжевый и светло-желтый. Еще есть квамоклит огненно-красный, с сердцевидной листвой и выразительными красными цветками с желтым центром. Но все-таки, как по мне, особым очарованием обладает квамоклит перистый. Его нежная, похожая на хвою листва и цветы звездочки выглядят весьма необычно и очень эффектно. Однако именно этот вид не любит пересадку, поэтому его лучше сразу высаживать семенами на постоянное место. Хотя рассадный метод тоже возможен. В этом случае рассаду не пересаживают, а скорее переваливают в грунт с цельным комом земли, стараясь не повредить корни. В сад семена высевают в конце апреля,
а посев на рассаду проводят в марте. Почва для этой лианы подходит универсальная, с добавлением речного песка. Подросшие всходы пикируют в отдельные емкости, а в открытый грунт высаживают, когда минует угроза фосфатных заморозков. Для цветоводов теплых садов все гораздо проще. Квамоклит можно выращивать как многолетник. Однако хочу предупредить, что эта лиана довольно быстро растет, поэтому опору ей надо ставить уже в самом молодом возрасте. Побеги квамоклита могут сильно переплетаться и даже спутываться. Такое растение будет не только выглядеть неаккуратно, но и цветов на нем станет завязываться гораздо меньше. Для хорошего цветения этой южной лиане требуется много света. Однако есть отдельные виды квамоклита, которые могут закрывать свои цветочки на жарком солнце. Чтобы квамоклит красиво цвел, его потребуется подкармливать минеральными удобрениями примерно раз в 1-2 недели. Также необходимо следить за своевременным поливом. Так как у этой культуры достаточно длинные побеги и большая масса листвы, она нуждается в большом количестве влаги. Поливают эту лиану достаточно часто, желательно теплой водой. Квамоклит является неприхотливым растением и при должном уходе редко болеет. Однако из вредителей его может поражать паутинный клещ. Обычно такое происходит в особо жаркие и засушливые сезоны. Для профилактики от этого вредителя крону лианы можно часто опрыскивать холодной водой. Делать это лучше в утренние или вечерние часы, чтобы не вышло ожогов на листьях. Приствольный круг растения лучше мульчировать. Квамоклит – это невероятно эффектная лиана для вертикального озеленения не только приусадебных участков, но и интерьеров. Кстати, некоторые его высаживают в подвесные кашпо в качестве ампельного растения. Уверена, что вырастив эту лиану, она вас не подведет и легко очарует видом своей ажурной листвы и яркими, словно звездочки, цветами. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.